Его картины называли слишком красивыми, слишком театральными и даже слишком провокационными. Он писал гладиаторов, фараонов, восточные базары, античных красавиц и знаменитых исторических персонажей с такой убедительностью, что зрители буквально переносились в другое время. Его обожала публика, ненавидели многие новаторы, а после смерти о нем почти забыли. Но спустя десятилетия мир искусства вновь открыл для себя Жана Леона Жерома, художника, который превратил историю в захватывающий спектакль. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из самых знаменитых и одновременно самых противоречивых художников XIX века – Жане Леоне Жероме. Его называли королем академической живописи, мастером исторических реконструкций и одним из лучших ориенталистов своего времени. Если вам интересны удивительные судьбы художников, загадки старых картин и тайны мира искусства, обязательно поддержите канал лайком и подпиской. Это помогает развитию проекта и вдохновляет на создание новых материалов. А теперь давайте отправимся во Францию XIX века и познакомимся с человеком, который сумел оживить на холсте Древний Рим, Египет фараонов и Восток сказок «Тысячи и одной ночи». Жан Леон Жером. Художник, который превратил историю в спектакль. 11 мая 1824 года в небольшом французском городе Везуль родился мальчик, которому суждено было стать одним из самых известных художников своего столетия. Его отец, Пьер Жером, был ювелиром и человеком практичным. Он хорошо понимал цену ремеслу и не слишком верил в перспективы художественной карьеры. Будущему живописцу не раз приходилось слышать, что художники живут бедно, а потому лучше выбрать более надежную профессию. Однако талант мальчика проявился очень рано. Уже в школьные годы он серьезно занимался рисунком под руководством художника Клода Базиля Карьяжа, ученика знаменитого Энгра. Именно Карьяж заметил способности своего воспитанника и помог ему сделать первый важный шаг в профессиональный мир. Судьбоносным стало знакомство с известным французским живописцем Полем Деларошем. Увидев одну из копий, выполненных юным Жеромом, Деларош высоко оценил его способности. Благодаря этому в 1841 году 17-летний Жан Леон отправился в Париж. Для провинциального юноши это был настоящий прыжок в неизвестность. Париж середины XIX века считался мировой столицей искусства. Здесь кипела художественная жизнь, проходили знаменитые салоны, спорили академисты и новаторы, а молодые художники мечтали о славе. Жером стал учеником Делароша, а затем вместе с ним отправился в Италию. Эта поездка оказалась одним из самых важных событий его жизни. Художник позже вспоминал, что тогда буквально учился видеть мир заново. Он бесконечно рисовал древние руины, пейзажи, животных и людей, стараясь впитать все, что его окружало. Особенно сильные впечатления на него произвели Помпеи и найденные там гладиаторские доспехи. Именно тогда родился интерес к античности, который позднее прославит художника на весь мир. Настоящий успех пришел в 1847 году. На Парижском салоне была представлена картина «Молодые греки забавляются петушиным боем». Работа вызвала огромный интерес. Публику покорили необычный сюжет, внимание к деталям и ощущение живого присутствия. Картина принесла молодому художнику медаль и сделала его заметной фигурой в художественном мире Франции. Следующие годы стали временем стремительного роста его популярности. Жером оказался одним из лидеров направления, которое критики называли неогреческим. Художников этого круга привлекала античность, но не героическая и монументальная, а живая, бытовая и даже слегка пикантная. Жером прекрасно чувствовал настроение публики. Он понимал, что зрители интересуют не только великие исторические события, но и человеческие эмоции. Поэтому его античные персонажи выглядели удивительно современными. Недаром критики позже шутили, что под тагами древних греков и римлян у Жерома скрываются самые настоящие французы XIX века. В середине 1850-х годов художник начинает активно путешествовать. Сначала он посещает Балканы, затем отправляется в Турцию, Египет, Палестину и Сирию. Именно эти поездки превратили его в одного из самых известных ориенталистов Европы. В отличие от многих коллег, которые изображали Восток исключительно по рассказам путешественников, Жером видел все своими глазами.
Он бродил по улицам Каира, наблюдал за жизнью местных жителей, делал сотни зарисовок и этюдов. Результатом стали картины, которые поражали современников почти фотографической достоверностью. На его полотнах возникали шумные базары, мечети, пустыни, караваны, арабские всадники и сцены повседневной жизни. Художник тщательно изучал архитектуру, одежду, оружие и бытовые детали. Сегодня исследователи отмечают, что многие его работы одновременно являются и произведениями искусства, и своеобразными историческими документами эпохи. Однако мировую славу Жерому принесли прежде всего картины на темы античной истории. Когда зрители видели его знаменитые полотна «Пальцы вниз», «Фрина перед Ареопагом», «Убийство Цезаря», «Клеопатра у Цезаря» или «Царь Кандавл показывает свою супругу Гигису», им казалось, что они становятся свидетелями реальных событий. Жером обладал редким даром реконструктора. Он изучал древние тексты, археологические находки и музейные коллекции с тщательностью ученого. Особое место в его творчестве занимала картина «Пальцы вниз», созданная в 1872 году. На ней изображен момент после гладиаторского поединка. Победители ожидают решения публики и императора, а зрители требуют смерти побежденного. Именно эта работа оказала огромное влияние на массовую культуру. Позже многие режиссеры исторических фильмов использовали композиционные решения Жерома при создании сцен Древнего Рима. Несмотря на огромную популярность, художник имел немало противников. Во второй половине XIX века во Франции стремительно набирал силу импрессионизм. Молодые художники предлагали совершенно иной взгляд на искусство. Жером оставался убежденным академистом. Он считал, что художник обязан прекрасно владеть рисунком, анатомией и композицией. Новые течения вызывали у него раздражение. Он открыто критиковал импрессионистов и выступал против многих художественных новшеств. В результате постепенно превратился в символ академической школы. Но время менялось. К началу XX века вкусы публики стали другими. Искусство двигалось вперед, и работы Жерома начали восприниматься как пережиток прошлого. Он был женат на Мари Гупиль, дочери известного парижского арт-дилера и издателя Адольфа Гупиля. Этот брак оказался счастливым и долговечным. Адольф Гупиль был одной из самых влиятельных фигур художественного рынка Франции. Его галереи продавали произведения искусства по всей Европе и в Америке. Благодаря этому союзу Жером получил не только любящую супругу, но и мощную поддержку в распространении своих работ. В семье родилось 4 детей. Современники отмечали, что дома художник был совсем не похож на строгого академика, которого знал художественный мир. Он был заботливым мужем и отцом, любил семейные вечера и старался проводить свободное время с близкими. Самым тяжелым ударом в его жизни стала смерть сына Жана Гупиля Жерома. Молодой человек унаследовал художественные способности отца, но заболел туберкулезом и умер в 1891 году всего в 27 лет. Эта потеря сильно потрясла художника. Многие исследователи считают, что после смерти сына в творчестве Жерома стало заметно больше задумчивости и меланхолии. После смерти художника 10 января 1904 года его популярность стала стремительно угасать. Точная медицинская причина смерти в большинстве биографий не указывается. Известно лишь, что к этому времени художник был уже пожилым человеком и продолжал активно работать практически до последних дней жизни. Существуют известные детали. Жерома нашли мертвым в его мастерской возле собственной картины «Истина выходит из колодца». Эта история часто упоминается в биографиях художника и выглядит почти символически. В течение нескольких десятилетий о нем вспоминали главным образом как о противнике модернизма. Однако история искусства умеет преподносить сюрпризы. Во второй половине XX века исследователи вновь обратились к наследию академической живописи. Выяснилось, что за привычными штампами скрывается художник невероятного мастерства. Сегодня картины Жерома украшают крупнейшие музеи мира. Его произведения находятся в коллекциях Парижа, Нью-Йорка, Лондона и многих других городов. А в 2010 году состоялась крупная ретроспективная выставка, которая окончательно вернула мастера в число признанных классиков XIX века. Возможно, именно в этом и заключается главная особенность Жана Леона Жерома. Он никогда не стремился разрушать традиции. Наоборот, он довел академическую живопись до уровня виртуозного искусства, превратив исторические сюжеты в захватывающие визуальные романы. Его картины до сих пор заставляют зрителей останавливаться перед полотнами, всматриваться в лица персонажей и задаваться вопросом, где заканчивается история и начинается театр.
Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какая картина Жана Леона Жерома впечатляет вас больше всего. До новых встреч, впереди еще много удивительных историй из мира искусства.